Сюэй — судья среди уважаемых рядов комиссии 10 лордов Лофу Синьчжоу. Ей поручено неустанно преследовать преступников, и ее существование выходит за пределы земной жизни. Покинув царство живых много лет назад, Сюэй вернулась в кукольном теле, став воплощением непоколебимой верности своей миссии. Не ведая усталости и эмоций, она овладевает своей непреклонной решимостью вместе с цепью и руническим шилом, заманивая в ловушку незваных гостей с неумолимой решимостью. Каждый противник, которого она сдерживает, дарит ей полдня жизни, мимолетное продление ее бесплотного существования. В своей человеческой жизни Сюэй поддалась влиянию Мары и вступила на путь, чреватый деяниями тьмы и раскаяния. Однако искупление пришло к ней в виде милосердного предложения комиссии. Нанявшись в качестве чернорабочей, она получила новый сосуд, кукольное тело для размещения своей сущности, ее истинная плоть давно превратилась в прах. В бесконечном круговороте искупления она поддерживает трогательную связь со своей младшей сестрой Ханьей, которая мужественно берет на себя обязанности, некогда возложенные на Сюэй, и управляет тяжелыми весами кармического приговора. В космическом гобелене Сюэй олицетворяет стойкость, фигура, отмеченная бурным прошлым, движимая непреклонным стремлением к искуплению и неустанным поиском справедливости в бесплотных пределах комиссии 10 лордов. Основные навыки Сюэй. Путь разрушения. Уничтожение одиночных и множественных целей. Навыки Сюэй заключаются в нанесении сокрушительных ударов как по одиночным противникам, так и по нескольким целям. Ее мастерство заключается в том, чтобы систематически разрушать защиту противников, делая их уязвимыми для ее атак. Снижение стойкости. Важнейшим аспектом ее боевой стратегии является снижение стойкости противников. Это снижение не только ослабляет их защиту, но и усиливает ее собственные возможности по нанесению урона. Комбо из бонусных атак. После многократного накопления статуса карма, Сюэй способна провести бонусную атаку. Этот дополнительный удар служит мощным продолжением ее атак. Преимущество Сюэй. Высокий урон по боссам и элитным монстрам. Сюэй наносит значительный урон именно по мощным боссам и элитным противникам. Фокус на одиночных целях. Ее умения нацелены на уничтожение одиночных противников, что делает ее исключительно сильной в сценариях с одной целью. Гибкий стиль игры. Может приспосабливаться к различным ролям, выступая как в роли основного дилера урона, так и в роли саппорта, способствуя восстановлению очков умений. Конкурентоспособность и масштабирование. Вложив значительные средства в снаряжение, статы и идолонов, Сюэй может оставаться конкурентоспособной даже на поздних стадиях игры, особенно при поддержке саппортов. Встроенные бонусы к урону. Обладает встроенными бонусами к урону, которые, несмотря на низкое числовое значение, могут постепенно увеличивать ее урон с течением времени. Недостатки Сюэй. Слабый ОИ урон. Не справляется с нанесением урона по площади, что ограничивает ее возможности по одновременному воздействию на нескольких врагов. Требовательна к силе, требует значительных вложений и внимания к таким статам, как сила атаки, крит, скорость и пробитие. Низкие множители урона в умениях. Ее способности, если рассматривать их по отдельности, могут показаться слабыми, поэтому для повышения их эффективности необходимо сосредоточиться на повышении статов и открытии особых следов. Зависимость от конкретных идолонов. Для комфортной работы требует идолонов 2 и 6, так как их отсутствие не только снижает ее общий DPS, но и мешает накоплению уровню кармы и восстановлению энергии. Оптимальные показатели. Сила атаки. Стремитесь к отметке не менее 2000 единиц. Скорость. Начните со 135 единиц или 145 единиц, если у вас есть планарный орнамент, талия, край бандитов. Эффект пробития. Поддерживает диапазон 160-200%. Соотношение критического урона и критического шанса. Поддерживайте соотношение 1:2. Учитывая роль Сюэй как основного источника урона в команде, уделяйте больше внимания крит-урону. Выводы. Оптимизация статистики Сюэй в Honkai Star Rail требует стратегического распределения реликвий для повышения ее эффективности. Приоритет силы атаки на планарную сферу
и эффект пробития на соединительную веревку — оптимальная стратегия для балансировки ее возможностей. Альтернативный подход заключается в том, чтобы заменить характеристику на ногах на атаку, а не на скорость. Однако такой выбор может негативно сказаться на способности Сюэй постоянно снижать стойкость, так как это уменьшает частоту ее действий, что сказывается на ее эффективности в бою. Лучшие световые конусы. А падение Иона Free-to-Play считается фирменным световым конусом для Сюэй, независимо от ее роли в отряде. Его пассивный эффект можно получить и пробудить бесплатно, он легко активируется, даже если у врагов нет квантовой уязвимости. Он увеличивает силу атаки, внося значительный вклад в баланс статов. Что-то незаменимое, альтернатива, если падение Иона недоступен или экипирован другим персонажем. Он постоянно увеличивает силу атаки, восстанавливает здоровье и увеличивает наносимый урон. Однако его второй пассивный эффект менее надежен, поэтому он уступает первому. Под голубым небом — отличное оружие, дающее бонус к силе атаки и шансу крита. Для поддержания постоянной прибавки к атаке необходимо каждые 3 хода расправляться с врагом. При постоянном соблюдении этих условий полное улучшение может занять место среди 2 лучших вариантов. Кроты приветствуют тебя. Надежный вариант, ориентированный на силу атаки с простым условием. Накопление стаков при использовании базовых атак, умений или сверхспособностей дает максимальный бонус. Тайная клятва дает процентное увеличение урона, что очень важно для DPS. Однако, учитывая существующие бонусы к урону от Сюэй, приоритет силы атаки для баланса статов является более предпочтительным. Тем не менее, это оружие остается мощным, особенно при соблюдении условия атаки противников с низким уровнем здоровья. Лучшие реликвии. Гений бриллиантовых звезд — замечательный набор реликвий, подходящий как для врагов с квантовой уязвимостью, так и без нее. Его способность игнорировать защиту противника значительно увеличивает наносимый урон, что особенно эффективно, учитывая постоянное снижение стойкости Сюэй с помощью ее сверхспособности и бонусных атак на Э2. Вор падающего метеора идеально подходит для Сюэй из-за ее зависимости от эффекта пробития. Этот набор позволяет гибко сфокусироваться на других статах, одновременно обеспечивая прирост урона. Кроме того, он помогает восстанавливать энергию и хорошо сочетается со следом «Тень предзнаменования». Сжигающий дотла герцог — приемлемая альтернатива, учитывая, что Сюэй делает упор на бонусные атаки. Наряду с увеличением урона он обеспечивает значительное увеличение силы атаки. Однако в определенных сценариях он немного отстает от других наборов. Планарные украшения. Талия «Край бандитов» увеличивает эффект пробития, повышая общий DPS. При высокой скорости дает 36% бонуса урона и увеличивает урон от связывания. Оптимально, когда скорость превышает 145 единиц, что делает его лучшим для персонажа. Небесный фронт Глоттеромер увеличивает силу атаки и наносимый урон. Эффективен даже при минимально необходимых порогах скорости, но для максимального использования его потенциала необходимо достичь 160 единиц скорости. Запечатывающая космос-станция дает существенную прибавку к силе атаки в 24%. Ее легко получить и активировать, для этого требуется всего 120 единиц скорости. Предпочтительно, если не удается достичь 160 единиц с помощью Небесный фронт Глоттеромер. Замершие Салсотта увеличивает шанс крита, урон от сверхспособности и урон от бонусной атаки, если шанс крита превышает 50%. Достойная альтернатива, когда другие наборы с полезными бонусами отсутствуют. Игра за Сюэй в Honkai Star Rail предполагает стратегический подход, основанный на последовательном использовании умений для нанесения урона врагам, снижения их стойкости и получения уровней состояния кармы для бонусных атак. Ниже мы рассмотрим, как эффективно играть Сюэй. Игровой стиль. Стратегия снижения стойкости. Сосредоточьтесь на использовании умений, чтобы систематически снижать стойкость противников, что приведет к получению уровней состояния кармы, необходимых для запуска бонусных атак. Уровни состояния кармы.
Базовая атака — 1 уровень. Использование навыков. 4 уровня против 3 и более врагов. 3 уровня против 2 врагов. 2 уровня против 1 врага. Суперсила — 4 уровня. Используйте стаки. Союзники, участвующие в атаках, дают по 1 уровню, независимо от их эффективности. Частые атаки союзников способствуют суммированию. Поддержка команды. В начале боя используйте техники персонажей гармонии, сохранения и небытия, чтобы усилить, защитить команду и в то же время ослабить врагов. Используйте слабость квантового элементаля, и если у врагов есть слабое место, используйте его с помощью техники Сюэ, чтобы быстро получить 2 уровня кармы. Основной фокус ДД, и если Сюэ наносит основной урон, используйте умения для получения дополнительных уровней кармы. Если вы наносите урон вторично, выбирайте между умениями и базовыми атаками в зависимости от ситуации. Использовать слабости стихий. Побуждайте команду выбирать противников, слабых к их стихиям, чтобы получить 1 уровень статуса кармы. Непрерывное использование умений. Поддерживайте цикл использования умений и базовых атак, пока не накопится достаточно энергии или уровней кармы. Может сработать бонусная атака, ускоряющая заполнение энергии. Использование сверхспособности. Зарядив сверхспособность, используйте ее на враге с пониженной стойкостью, чтобы увеличить урон и получить 4 уровня кармы. Если таких целей нет, используйте ее на любом враге, так как она обходит стойкость. Переполненные уровни кармы. Избыточные уровни откладываются для последующего использования до 6 стаков после разблокирования 3-го следа наблюдений за разумом. Применяя эту тактику, вы сможете значительно повысить свое мастерство на поле боя. Если это руководство было вам полезно, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы получить больше подробных стратегий и обновлений по Honkai Star Rail. Благодаря вашей поддержке у нас есть стимул выкладывать больше ценного контента. До следующего раза, счастливой игры!